Всем привет, меня зовут Кристина, это мой канал о вязании крючком. Сегодня мой первый видеоурок вот на такую вот сумку. Она очень простая в вязании, простые столбики без накида, справится даже новичок. В этом видеоурок я буду вязать из крученой рафии. Вы можете взять рафию Испи или хлопковый шнур, либо шнур полиэфирный. Расход я напишу в описании к этому видео. Для вязания нам понадобится 500 метров пряжи, крючок 3,5 мм, ножницы, текстильный клей или клей ПВА и сантиметр. Приступим к вязанию. Нам нужно набрать цепочку из воздушных петель. Ее количество будет составлять 25. После того, как наберете 25 воздушных петель, нужно будет сделать еще одну петлю подъема. Я провязала 25 петель и делаю петлю подъема. Ширина нашей детали должна быть 16-16,5 сантиметров. Не стоит слишком свободно вязать наши петельки. Вяжите и старайтесь во всех 4 деталях, нам нужно будет вязать 4 детали одинаковых, вязать примерно одинаково, их сильно не растягивать. Потому что если вы свяжете петли больше, одна деталь будет шире, другая уже. Старайтесь вязать все одинаково. Провязали 25 петель и сделали петлю подъема. Теперь первую нашу петлю, вот у нас петля на крючке, вот эту мы пропускаем и провязываем следующую петлю. Вяжем мы обычными столбиками без накида. Вытягиваем и провязываем. И так провязываем до конца ряда обычными столбиками. Сейчас я покажу вам на этом этапе, как спрятать хвостик. Берем крючок поменьше, вставляем под одну дужку и под вторую. Подхватываем наш хвостик, протягиваем его и будем вязать его вдоль нашего вязания. Делаем петлю подъема. Переворачиваем изделие и провязываем под петельку. Вязать мы будем поворотными рядами. Сейчас я более детально покажу вам. На рафии Испи будет видно лучше. Вот под косичку вот сюда просто вводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем. Вводим и провязываем. Делаем петлю подъема. В конце каждого ряда не забываем делать петлю подъема. Переворачиваем изделие и снова вот под первую петлю. То есть вот у нас петля на крючке. Вот она петля, которую мы сделали петлю подъема. И вот следующая наша косичка. Мы под нее вводим крючок. Вводим крючок и провязываем. И так
до конца ряда и все наши ряды до нужного нам размера, до нужной длины. Длина нам нужна 46-47 сантиметров у одной детальки. Так нам нужно связать 4 одинаковые детали: 16 сантиметров шириной и 46-47 сантиметров в длину. Я провязала 10 рядов. Вот. Столько пока получилось. И еще провяжу с вами немного. Напомню, что мы вяжем под косичку простыми столбиками без накида. Делаем петлю подъема, переворачиваем и продолжаем вязать в первую петлю под косу. Теперь мы встретимся, когда я и мы с вами все вместе свяжем все 4 детали. Я связала уже одну деталь. Хочу показать вам, как она выглядит. И не забудьте, пожалуйста, у 2 деталей нам нужно оставить хвостик 3,5 метра. В ширину деталь должна быть 16-16,5 сантиметров, в длину 46-47 сантиметров. Все детали должны быть одинаковым размером. И не забудьте, после того, как вы провязали все детали, сделать ВТО. Теперь делаем ВТО нашему изделию. Если у вас отпариватель, вы можете просто поднести его и отпарить изделие. Если же у вас утюг, я накрываю полотенчиком, ставлю утюг на максимальную мощность и проглаживаю деталь. Также нужно поступить со всеми 4 деталями. После того, как отпарили, даете детали высохнуть, и можно будет потом приступать к их швам. Так вот расположились детали. Нам нужно будет сначала провязать вот здесь вот хвостик этой верхней детальки лежит. Вот отсюда вот так вот линию. Нам надо будет соединительными столбиками, мы будем соединять. И вот у боковой детали, тут вот хвостик сверху, мы будем провязывать вот так по прямой. И другую схему провязки я приложу в описании фото, как мы будем дальше связывать детали. Сейчас я покажу, как мы будем сшивать наши детали. Это будут столбики, соединительные столбики зигзагом. Я вот эту часть уже присоединила. Сейчас покажу, как вот по прямой вот эти детали будем соединять. Складываю. И сейчас я переверну. Для удобства вот так вот вместе сложу. Значит, в первую петлю я продеваю крючок вот с этой стороны, с обратной, и притягиваю нашу ниточку сюда. И продену петлю в него. Дальше будем вязать вот так. Под косичку
продеваю крючок, подхватываю нить и сразу провязываю ее. Теперь у другой детали завожу крючок под косичку, подхватываю нить и провожу столбиком, соединительным столбиком. Я вяжу через одну пропускаю, под следующую петлю ввожу крючок под косичку, вытаскиваю рабочую нить и делаю соединительный хвостик. Дальше иду во вторую нашу деталь, заднюю, да, которая внизу. Ввожу крючок под косичку, захватываю и провожу. И через одну. И так по всей нашей длине. Соединительными столбиками зигзагом. Сначала под переднюю мы заводим, провязываем у передней нашей детали и потом за нижнюю деталь обычными соединительными столбиками. И наш хвостик, наша рабочая нитка, она всегда сверху. То есть вот она, мы подхватили и провязали. Да, пошли в этом, то есть она вот так вот ложится. Мы подхватываем и провязываем. Когда мы с вами пришили соединительными столбиками, вот сначала вот так по этой линии, потом вот так по этой линии мы пришили детали. Теперь нам нужно пришивать, сначала пришить вот эту деталь, вот этим вот нашим хвостиком. Далее пришить вот эту сюда, тоже нашим хвостиком. А уже последующие детали мы будем соединять. Нам надо будет протянуть в деталь нашу ниточку для соединения. Потом я к вам вернусь после того, как мы пришьем. Сейчас я начну с вами пришивать вот эту деталь. Дальше мы вот эту довяжете и вот эту завяжете без меня соединительными столбиками. И потом вот в эту деталь, вот в эти детальки мы будем вводить дополнительную нитку, чтобы соединить оставшиеся детали. Соединяем наши детали вместе поближе друг к другу. И дальше провязываем также зигзагом. То есть сначала крючок под верхнюю деталь, провязываем соединительный столбик, и под нижнюю деталь, и соединительный столбик. И так мы вяжем, получается, до конца вот этой детальки, чтобы вот мы ее должны соединить между собой, мы их соединяем. Так вот у нас получилось после наших сшитых деталей. Хвостики, которые остались, мы потом спрячем. Теперь нужно вот в эту деталь, следующую, которую мы будем пришивать, это две детальки, нам нужно ввести вот здесь вот в начале ниточку, с помощью которой мы будем проделывать соединение. Я протяну нитку через петли с изнаночной стороны и потом приклею хвостик от этой ниточки текстильным клеем, либо вы можете взять клей ПВА. Итак, теперь после того, как мы вставили ниточку и продели ее через петли, наши вот детали соединяем вместе, заводим крючок под нашу верхнюю деталь и под нижнюю, продеваем рабочую нить и провязываем соединительный столбик. И теперь я переворачиваю наоборот вот так.
Будем вязать, как и до этого вязали. Вяжем под верхнюю деталь соединительный столбик и под нижнюю деталь соединительный столбик. И также мы провязываем до конца, пока вот не пришьем нашу детальку. Теперь в нашу последнюю деталь нам опять надо ввести нить для соединения, для нашего последнего соединения. Также в изнаночной стороне проводим ниточку через петли, приклеиваем ее и провязываем, как и все остальные разы, соединительные столбики до конца. Увидимся после этого. И вот наш готовый результат. Я сшила всю сумочку. Вот так вот все это дело выглядит. Теперь хвостики. Все хвостики нужно будет продеть на изнаночную сторону и провязать их между петелек. И потом, после этого, мы приступим к вязанию ручек. Вот она, наша сумочка. К сожалению, наше дно. Ручки вы можете купить кожаные, пришивные, заказать себе под любым цветом и пришить вот в эти вот места. Я сейчас сделаю обычные вязаные, ну, не знаю, может быть, я потом заменю их на кожаные. Я связала одну ручку и пришила ее. Мне захотелось длинную, у меня получилось 49 сантиметров. Я набрала для нее 70 петель. Также я вязала ее поворотными рядами. Если вы хотите ручку короче или шире, вы также можете набрать меньше петель или больше и связать больше рядов. Сейчас я вместе с вами начну вязать вторую ручку и покажу вам как. Нам нужно оставить хвостик подлиннее, сантиметров 20-25, чтобы присоединить ручку к сумке и потом спрятать хвостик, хорошо продеть ее между изнаночных петель и спрятать его там и приклеить. Также нужно будет сделать и в конце вязания ручки. То есть оставляем сейчас в начале и потом в конце, когда заканчиваем. Набираем, как обычно, цепочку из воздушных петель. У меня будет 70 воздушных петель, это на длину ручки 49 сантиметров. Я набрала цепочку из воздушных петель и теперь, как обычно, будем провязывать обычные столбики без накида. Также вяжем до конца ряда. В конце ряда не забываем делать петлю подъема. Делаем петлю подъема, переворачиваем нашу ручку. И смотрите, я провязала, мне достаточно было 4 рядов. Вы можете провязать 6 рядов. То есть нужно будет вам провязать четное количество, чтобы хвостик вышел вот здесь был хвостик и здесь был хвостик с обеих сторон. То есть один мы оставляем уже вот с этой стороны и один, который мы оставляем в конце нашего вязания. Увидимся, когда уже довяжем ручку и будем пришивать ее к сумке. Начинаем пришивать ручку. Присоединяем ручку вот к нашему краешку сумки. Сзади наперед, то есть я вот завожу в первую косичку. И вот здесь, так как у меня петля неполноценная, так сказать, я заведу чуть-чуть подальше и проведу. Дальше завожу в следующую. И также вот сюда. Потом снова сзади наперед.
И последняя. Я еще на всякий случай провожу вот еще одну вот сюда вот так в бок. И потом вывожу ее просто вот сюда, чтобы и теперь прячу между вот этих задних столбиков. Я таким зигзагом ввожу, то есть да, чуть-чуть провела. После того, как вы спрятали достаточно свой хвостик, обрезаем его, и я приклею потом текстильным клеем. Также пришиваем вторую часть ручки. Все, после того, как спрятали хвостики, приклеили их, и наша сумочка готова. На этом мой мастер-класс по вязанию сумочки окончен. Спасибо вам за просмотр. Это мое первое видео, и, пожалуйста, если у вас есть какие-то рекомендации, вам что-то не понравилось или что-то надо добавить в мастер-классы, напишите, пожалуйста, в комментарии и поставьте лайк под видео.